И снова, мои друзья, крупнейшая русскоязычная школа покера Академия покера разыгрывает приятные подарки среди своих подписчиков. На этот раз вы можете получить $50 на ваш счет, брендовые кружки и толстовки, а также фирменные колоды карт. Для этого вам нужно просто подписаться на канал Академия покера Live и оставить комментарий под их видео, чтобы вам потом могли вручить ваш приз. Обязательно подписывайтесь на канал, ребят, и забирайте свои подарки. Валар Моргулис, друзья! Вот уже на протяжении длительного времени мы знакомимся со вселенной Льда и Огня и знаем практически о каждом ее уголке. Но у Игры Престолов мир очень большой и всегда можно найти что-то новое, что в этом видео мы и сделаем, отправившись на север севера, далеко за стену. В данном ролике человек расскажет о землях за стеной и народе их заселявших. Приятного просмотра! Земли за стеной – обширные и малоизученные территории, лежащие к северу от стены. Неизвестно, как далеко они тянутся на север и северо-запад. Это мрачная и холодная страна за краем света, где нет ни городов, ни дорог, ни лордов, ни законов. Здесь живут многие странные животные, давно вымершие во всем остальном Вестеросе. Лютоволки, белые медведи, мамонты. Студеное море омывает земли за стеной на востоке, Ледовый залив на юго-западе, где находится так называемый Стылый берег. Ближайшие к стене территории покрывает так называемый зачарованный лес, бесконечная мрачная чаща, преимущественно хвойная, из сосен и страж древ. Однако в зачарованном лесу нередки и лиственные деревья, чардрева и широколисты, совпадающие по осени листвой. В зачарованном лесу можно встретить целые рощи чардрев, чего не бывает даже в лесах севера. В лесу прячутся редкие поселения одичалых, вроде Белого древа и замка Крастера. Белое древо – небольшое поселение одичалых, находящееся за стеной на пути от Черного замка к замку Крастера. В нем всего 4 дома, которые располагаются вокруг овечьего загона и колодца. Хижины из неоштукатуренного камня покрыты дерном, а окна затянуты обтрепавшимися кожами. Над селением доминирует распластавшееся своими белыми ветвями и темно-красными листьями чудовищно громадное чардрево, благодаря которому деревня и получила свое название. Замок Крастера – укрепленная усадьба, жилище Крастера и его жен и дочерей. Назвать усадьбу замком могли только одичалые, для которых любое укрепление – замок. На самом деле это стоящий на холме дом, обнесенный невысоким земляным валом, за которым расположены огород, овечий загон, свинарник, псарня, крольчатник и кладовые. Яблоки, ячмень и овес в закромах Крастера могут говорить о том, что где-то по соседству есть еще яблоневый сад и вспаханное поле. Сам же дом Крастера представлял собой хибару с земляным полом, в центре которого находилось углубление для очага и небольшой комнатой наверху с палатями для сна. В 7 королевствах и даже на севере такая усадьба вряд ли бы получила бы собственное имя и тем более обозначение на карте. Но в застенье населенных пунктов очень мало, и даже такой дом имеет важное значение. В западной части зачарованного леса находится кулак первых людей. Кулаком первых людей называют холм в западной части зачарованного леса, к востоку от реки Молочной и Воющего перевала. Холм одинок, велик и вздымается над лесом, так что его видно за много миль, но и с него крайне удобно обозревать округу. Крутые склоны делают его удобным местом для обороны. Название «Кулак первых людей» холму дали одичалые, а ночной дозор перенял это название от них. По форме он действительно напоминает сжатый кулак с каменными костяшками. В век зари, еще до строительства стены, на кулаке существовала крепость первых людей. К настоящим временам от нее осталась только кольцевая каменная стена по грудь вышиной, кое-как сложенная из камней без строительного раствора. В этом кольце может стать лагерем войско из нескольких сот человек. Южный склон самый пологий, остальные более крутые, однако подъем по любому склону занимает значительное время. На холме нет источников воды, ближайший ручей протекает у подножья, так что за водой приходится спускаться. Собственно, кулак окружен лесом, преимущественно хвойным, с вкраплениями красных чардрев и желтых по осени широколистов. На западе с него хорошо видна река Молочная и каменистые холмы выше по течению. Горы Клыки Мороза виднеются на самом горизонте. Река Оленей Рог протекает через зачарованный лес и впадает в Студеное море. Еще восточнее находится мыс Торалда и руины единственного крупного поселения одичалых, которое могло бы хоть как-то претендовать на название города – Суровый дом. Несколько веков назад Суровый дом сгорел, и одичалые больше там не селятся, считая это место проклятым и населенным призраками. На западе течет другая, намного более крупная река – Молочная,
близ Сумеречной башни, протекающая через теснину под мостом черепов и впадающая в Ледовый залив. Зимой молочную сковывает льдом, однако в теснине она никогда не замерзает. Берега реки каменные, а вода имеет бледный цвет. Тесниной называют глубокие ущелья, по дну которого и протекает река Молочная. Западнее Молочной находится горный хребет Клыки Мороза, голый суровый край с закованными в снег и лед вершинами гор. Попасть вглубь Клыков Мороза можно, поднимаясь по руслу Молочной или воспользовавшись менее удобными путями, воющим перевалом и лестницей великанов. В северной части Клыков Мороза есть обитаемые земли, например, долина Тенния, где живут тенны. Где-то там, на вечно замерзших реках, обитают людоедские кланы и племена рогоногих, которые ходят босиком по снегу, а также великаны. К северу и западу от Клыков Мороза лежат земли вечной зимы, территория вечной мерзлоты, где лето никогда не наступает. Можно только гадать, каковы эти земли и что в них скрывается. Население земель за стеной жители 7 королевств называют одичалыми. Сами себя они называют вольным народом. Одичалые не признают над собой никакой власти, а жители 7 королевств, живущих под властью королей и лордов, презрительно называют поклонщиками. За стеной живут десятки тысяч одичалых, разбитых на множество племен, разобщенных деревень и кочующих банд. У одичалых нет городов, они не умеют выплавлять железо и по большей части живут охотой и примитивным земледелием, у моря рыбной ловлей, одеваются обычно в звериные шкуры. Их обычное оружие – копья, луки и дубины, хотя иногда одичалые носят стальное оружие или даже доспехи, украденные или снятые с убитых дозорных и северян. Многие одичалые говорят на общем языке Вестероса, хотя некоторые племена знают только древний язык первых людей. С южной стороны стены одичалых считают убийцами, ворами и работорговцами. Люди суеверные приписывают им людоедство, колдовство, оборотничество, связи с полусказочными великанами и иными и тому подобные вещи. Это отчасти правда, поскольку среди одичалых есть и людоеды, и оборотни, телепаты, умеющие вселяться в тела животных. Некоторые одичалые ладят с великанами, а уж убийц и воров среди не признающих никакого закона одичалых предостаточно. Очень редко ряды дозорных пополняются одичалами, обычно из детей, оставшихся в живых при разгроме банд. Так, например, в дозор попал Манс-налетчик. Иногда дезертиры из дозора сами сбегают к одичалым, как это сделали Стив и тот же Манс. На юге дезертиров ждет только смерть, а в обществе одичалых сильные мужчины могут занять высокое положение. Правда, одичалые не принимают к себе беглых ворон, пока те не докажут, что порвали с клятвами. Так Джону Сноу ради этого пришлось убить Корона Полурукого. Продавать одичалам оружие запрещено. Капитан Рору Угорис, на чьем корабле когда-то плавал Давос Сивард, заходил в сотню маленьких бухт, никогда прежде не видевших торгового судна, и менял мечи, топоры и кольчуги на меха, моржовую кость, янтарь и обсидиан. Однако на обратном пути его задержали 3 галеи ночного дозора и привели в восточный дозор у моря, где Угорису отрубили голову. Обычно одичалые разобщены, но иногда среди них появляются сильные вожди, способные объединить этот пестрый народ в армию и повести ее к стене для вторжения на земли севера. Таких вождей называют королями за стеной. Эти короли не являются в полной мере королями, скорее это выборные вожди, чья власть держится исключительно на личной харизме и не передается по наследству. Иногда армиям одичалых удавалось прорваться за стену, но на юге их разбивали соединенные войска лордов-северян и ночного дозора. Последним королем за стеной, объединившим орды одичалых, стал Манс-налетчик. Женщины одичалых отличаются тем же независимым духом, и многие из них идут в бой наравне с мужчинами. Таких воительниц называют копьеносицами, и они гордятся тем, что не уступают мужчинам ни в храбрости, ни в умении владеть оружием, ни в готовности бесстрашно встретить смерть. Одичалые в обязательном порядке сжигают своих покойников. Для этого есть серьезная причина. Мертвецы за стеной могут встать в виде упырей. Вольный народ поклоняется старым богам леса, как и их дальние родственники на севере. Даже в землях Старков есть некоторые последователи веры в семерых. За стеной, однако, старые боги являются единственными богами, которым поклоняются. Вольный народ состоит из множества племен и непокорных обитателей деревень.
некоторые из которых достаточно культурные, другие дикие и враждебные. Различные сообщества одичалых имеют очень разные культуры и практики и могут говорить на разных языках. Они проводят большую часть своего времени в стычках друг с другом из-за мелких дрязг, помимо тех времен, когда они объединены королем за стеной, как, например, сейчас мансом-налетчиком. Во время войны 5 королей вольный народ разделен на примерно 90 различных кланов и племен, некоторые из которых уже давно стали заклятыми врагами друг с другом. Обычно они политически разделены, но объединенные королем за стеной мансом-налетчиком, они обрели общую цель – пересечь стену и попасть на юг до того, как наступит очередная зима, которая принесет с собой белых ходоков. Эти группы в социальном и культурном плане очень разные. Хотя многие понимают общий язык андалов, они также разговаривают на других языках. Известно лишь о некоторых племенах одичалых. Первыми, скорее всего, стоит упомянуть теннов. Тенны известны своей воинственностью клана одичалых, родом из Теннии, затерянной долиной среди клыков мороза. Тенны, как и все одичалые, относятся к потомкам первых людей. Это одно из последних племен, разговаривающих на древнейшем языке Вестероса. Большинство теннов знают лишь несколько слов на общем языке. В отличие от других племен вольного народа, не признающих над собой никакой власти, тенны достаточно дисциплинированы. Они умеют добывать медь и олово и выплавлять бронзовое оружие, тогда как другие одичалые довольствуются деревянным и каменным или захваченным трофейным. Своего предводителя тенны именуют Магнаром, и он считается последним из первых людей. Джон Сноу думал о Магнаре Стире, что тенны считают его скорее богом, чем лордом. Воины теннов готовы следовать за ним и подчиняться беспрекословно. Свирепый нрав, наряду с железной дисциплиной и преданностью вождю, делают теннов наиболее опасным воинством за стеной. Вооруженные копьями и каменными палицами, они носят на голове круглые бронзовые шлемы и в случае тревоги используют окованные бронзой рога. Земли, в которых проживают тенны, называют Теньей. Это высокогорная долина, затерянная между крайними северными вершинами клыков мороза. В отличие от сериального образа теннов, в книгах они не наносили на свое лицо шрамы и не были каннибалами. Рогоногие – так называют еще один клан одичалых. Они получили такое название из-за того, что их подошвы ороговели настолько, что были невосприимчивы к холоду, и они ходили по снегу босиком, не нуждаясь в обуви. Рогоногие находились во враждебных отношениях с другим племенем – полуночниками, и Мансу, объединившему их в своем войске, пришлось их мирить. Обитателями стылого берега являются моржовые люди. Упоминается, что у них темные глаза. Моржовые люди держат в качестве домашних животных северных оленей. Одежда моржовых людей сшита из тюленьих шкур. Мужчины прикрепляют на шапки оленьи рога и моржовые бивни. Они ездят на нартах из моржовой кости, запрягая в них огромных собак величиной с лютоволка. Полозья этих нарт в случае необходимости могут быть заменены на колеса, а сами нарты могут использоваться в качестве аналога боевых колесниц. Моржовые люди враждовали с кланами с замерзших рек, или как их еще называли, людоедами. Они жили на вечно замерзших реках севера, по соседству с долиной теннов. Людоеды организованы в кланы, во главе которых, вероятно, стояли женщины. На территории зачарованного леса проживает множество неназванных кланов, большинство из которых являются полукочевыми охотниками. Севернее Теннии находятся земли вечной зимы. Это неизведанные земли. Скорее всего, они непригодны для жизни и необитаемы. Возможно, белые ходоки пришли именно оттуда. И на этом рассказ о землях за стеной подходит к концу. Если он вам понравился, не забудьте поставить большой палец вверх. Также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и заглядывайте в группу канала во ВКонтакте и на страничку в Инстаграме. Спасибо Юрию Котову, Ренщи, Ярославу Админу и Юлии Дерябин за поддержку Черно-Белого дома на Патреоне. Всем пока!